Что там был, мачо кореша? Это твой первый раз. Пиво, это же свобода. Гост мой любимый перец, сатана мой любимый персонаж. Пепел. Ashes. Привет, YouTube, и привет, Instagram. С вами, как обычно, Chili Bros 43-й раз. И сегодня мы пробуем новье от Sauce Crafters. Помним такой бренд? Не то, что помним, а теперь мы его еще и знаем хорошо, потому что до этого у нас было буквально пара позиций от него. Всеми вам известный, любимый Colon Cleaner и Satan's Blood. Да. А теперь у нас 78 позиций, прямо свежайшие, пришли с завода, разные, классные и интересные. Во вот сегодня будем разбираться. Ассортименте предстоит разобраться, попробовать все 78 позиций, выделить среди них топовые, для того, чтобы понять, что заказывать в следующий раз и по многу. Как мы делаем, впрочем, с Hellfire, например, и очень показательная и полезная для нас функция была свозить всю линейку в Москву и понять, что там берут лучше, что спрашивают еще, у каких соусов больше повторных запросов и заказов. То же самое будем делать с Sauce Crafters, чтобы оставить для вас только самые гемы, алмазы в этой коллекции. Начнем? Да, первый соус. Собственно, Sauce Crafters находится в городе Ривьера-Бич, что в штате Флорида. Туда сейчас не прилетишь физически, но можно перенестись мысленно. Вот туда мы мысленно с вами переносимся. И вот такое описание предоставил нам Sauce Crafters на этот соус, который называется Handyman Chipotle Hot Sauce. Окей, мистер умелец на все руки, значит, любишь поострее? Тогда убедись, что прихватил с собой бутылочку соуса Handyman Chipotle. Он ударит по твоим рецепторам так же сильно, как ты бьешь молотком по гвоздям, добавляя его к своему любимому мясу, рыбе или блюдам из птицы. Используя его во время готовки на гриле, чтобы поразить своих мачо-товарищей. Также можно смешивать этот соус с их другим соусом Handyman Barbecue, о чем они и рекомендуют в описании. Для пущего эффекта, как говорится. Там у нас какие-то выдержанные красные перцы. Это, видимо, aged, которые ферментированные красные перцы. Видимо, кайенский дистиллированный уксус, чеснок, чипотле и ксантановый камень. Хороший состав, ничего лишнего. И как ты думаешь, мы достаточно матча... Как там? Матча братаны? Что там был? Матча кореша? Матча товарищи. Матча товарищи. Я думаю, что мы достаточно матча товарищи и можем порекомендовать его друг другу в случае, если он будет острый и вкусный. Кайенский там? Там и кайенский, и чипотле. Чипотле это копченое халапеньо. Это пахнет как кайенский чипотле. Да, действительно. И еще и пахнет достаточно уксусно. Вообще классический красный соус вот так вот прям пахнет. Уксус, перцы, соль и какая-то вот томатно-нетоматная основа еще такая прям. Я обожаю такие простые соусы. И главное здесь, чтобы вот эта простота, то, что они все лишнее, жидковат. Ну вот да, немного жидковат. Посмотрим. Но текстура есть, то есть какие-то куски чего-то плавают. Ну да, кстати, по консистенции похож на наши любимые экстракты, которые тоже такие все жидкие. Ну, как и любой классический острый соус на вкус. Очень похож на такое между табаско и луизианой что-то. Ну, похоже на самом деле на гаттер хэммок. И мне очень нравится. Опять-таки, я говорю... Игорь любит такие соусы, да. Я все-таки сторонник сладких, сторонник зеленых соусов. Красные, уксусные. Могу есть нормально, но не мой фаворит, так скажем. Давай сразу к следующему соусу. Тут нечего обсуждать или как? Я просто... Это классика, и она не острая. То есть я бы дал ей единицу. А у нас интересно, сколько на сайте стоит а где у нас шкала остроты? Уровень остроты 3. Ну нет, надо все-таки исправить на 1, потому что чипотле это халапеньо. Кайенского тут совсем мало. Потому что кайенский он там что-то 50, может быть, тысяч бывает, 30 тысяч сковелей. Тут, конечно, его очень мало. Мне нравится этот соус. И на повседневочку, вот как в вейпинге говорят, на повседневку. На повседневку. Ну да, он большой на самом деле, 170 миллилитров, обычно 150, а здесь чуть побольше. И да, вполне себе есть текстура, немножко жидковатый. Может быть, его бы, да, чем-то еще. Может, побольше, если перцев. Ну, хотя каких перцев тоже? Чипотле. Они маленькие. В любом случае, для тех, кто ищет, с чего зайти, как бы, нельзя сразу с козырей. Ну, кто-то и так делает, естественно. Но ты просто не можешь взять и сожрать банку эликсира, да. Тебе надо с чего-то начинать, подготавливать себя. Handyman очень хороший для этого соус. И перейдем к следующему, который кардинально от него отличается.
И он, кстати, оскароносный, вот этот соус. Blind Betty's Original Recipe Hot Sauce. Свежие вкусы овощей и перца хабанера сплелись воедино, чтобы подарить вам этот сытный и пикантный соус. Blind Betty рекомендует вам использовать его как приправу к вашим любимым блюдам и маринадам. Из интересного: Scovia Awards 2004, первое место в категории Hot Sauce на основе хабанера, и Fiery Food Challenge 2005, третье место в категории хабанера Hot Sauce. Там есть в составе тыква, яблочный сок, томатный сок, морковь, лук, перец хабанера от 100 до 350 тысяч калорий, соевый соус, вустерский соус, лимонный сок, чеснок, специи, соль. Состав супер интереснее, чем предыдущий, и учитывая, что есть еще и награды 16-летней и 15-летней давности, то есть представляете, сколько в этой Ривьера Бич, Флорида, уже происходит варка соусов лет. Давай пробовать. Интересно, кстати, пахнет, то есть прям необычно, я бы сказал, так еще не было. Это твой первый раз? Ну, я вообще люблю вустерский соус, и здесь и вустерский соус, и соевый соус как-то вот действительно сплелись воедино. Прям интересно. Креветочка, значит, там, да, присутствует? Ну, нет, креветочки нет, а вот анчоус может быть. Но типа трейс анчоуса. То есть анчоусы, они в составе вустерского. Около анчоус такой, да? Опять почему-то мало остроты, но очень вкусно. На самом деле, вот не ожидаешь от соус крафтерс, потому что когда у тебя 78 позиций, ну явно все 78 не могут быть топовыми, да? И вот это, походу, претендует как минимум на интересное. Топовое не скажу, потому что супер не острое, да? А что там такое странное? Ты вот читал состав? Я не проверил. Не прислушался. Там комбинация вустерского соуса, соевого соуса. Соевый. И все, никакой там... Там еще куча интересных овощей, лук, собственно, тыква. Тыква и соевый. Вот тыква, да, чувствуется, она такая... Блюда из тыквы, они же такие солоноватые, но при этом сладковатые, как бы. Что-то я чувствую. Короче, топовый соус. Да. Несмотря на отсутствие остроты во второй раз, и мы до этого еще новую варку The Chops свою пробовали, Макс такой, что-то это не остро. Мы дали Витора, нашему замечательному оператору, он такой, нет, это вообще остро, нормально. Макс на карантине стал дико заливаться сковелями и капсаицином, и теперь ему ничего не остро. Не, ну, единичка по остроте, 10 за вкус. Вкус супер. Да. Мне тоже очень необычно. Именно упор сделан на вот эти соевый соус, вустерский соус. И все такое прям вокруг них крутится. То есть не на переднем плане, на заднем плане овощи. Я обожаю соевый соус. И даже сегодня был в метро, чтобы, прочекать, как там ситуация, знаете, с туалеткой. Туалетки навалом в Новосибирске. Все нормально. Мы вам... Нет. Я был днем как бы в магазине, в который и так хер попадешь. Вот. Не очень большие, туалетки вообще навалом, но бакалею все смели. Я вот сегодня рассказывал. Это крупы, там вот гречка. Крупа, да? Рис, гречка и, соответственно, булгур стоит. Как бы кускус стоит, всякие такие. А вот русские почему-то, оказывается, дикие гречееды. Я как бы не знаю, мне кажется, никто до коронавируса гречку не ел. Как бы. А теперь все дико едят гречу. А я не закупался никакой гречи, я закупил себе кучу соевого соуса, потому что я понимаю, что я на самом деле могу даже землю тупо с соевым соусом есть, и будет нормально. Ну, в принципе, в соевом соусе есть, наверное, какие-то калории. Конечно. Так что, в принципе, можно и выжить. А ты много его прям закупил? Галлон наберется? Не, литрушку и еще маленький, но дорогой. Круто. Это прекрасный соус. Мы ничего не рекламируем, кроме самих себя и своего магазина. И всегда говорим, как есть. Если соус отстой, мы говорим, что он отстой. Если соус хорош, а с этими двумя, и по Максовому мнению с одним, точно все в порядке. Двигаемся дальше. Точно дальше. Двигаемся дальше. Чего тут просиживаться. Rincon Heat The Original Recipe Hot Sauce. Многогранный, но сбалансированный вкус этого соуса удивит вас переходом от остро-сладкого к свежим нотам лемонграсса и базилика, а завершит композицию старый добрый чеснок. Куда без него? Перец хабанера там в составе, томатный соус, дистиллированный уксус, сахар, чеснок, лемонграсс, базилик и ксантановая камедь. Надо отметить, что 1% от продаж соусов компании вот этот бренд Rincon Heat. Да, Rincon Heat, но это на самом деле все запутано. Значит, соус Крафтерс — это контрактный производитель, который делает линейки. Линейка, то есть бренд называется Surf Rider Foundation. Это, видимо,
фонд поддержки серферов. Вот 1% от продаж этой линейки соусов Sauce Crafters идет, значит, вот в этот фонд, который занимается защитой океанских берегов от разрушения тяжелой промышленностью. То есть выемка грунта, бурение на берегах Флориды и так далее. То есть серфить там, видимо, не получается после... По грунту. Да. И, значит, тут они по 1% с продаж этого соуса собирают на грунт. Крутые, значит, сколько у нас бутылок? 12, да, бутылок. И по 1% они с каждой бутылки уже отдали в фонд поддержания грунта возле берегов. Хорошее дело. Я также поддержу, во-первых, грунт возле берегов Флориды мест. И попробую этот соус. Прекрасный. Rincon Heat один из многочисленных брендов, которые они у себя на линии в цехах выпускают. Мне опять вкусно и по-луизиански. Слушай, но при этом как-то глубже вот тело, да, оно больше такое, как, знаешь, типа соленые помидоры в блендере, вот такие. Так, что-то такое напоминает мне. Ну, а они выдержаны? Там было написано aged. Да, посмотрим еще. А я посмотрю на бутылке. Стой. Давай, да. Кстати, на бутылке у нас серфер нарисован. Там да? томатные паста, во-первых, хабанера и, естественно, сантановый камень, друзья. И здесь... Ну, это просто загуститель. И здесь все как надо. И здесь все как надо. Здесь смотрите, нормально поработали с консистенцией. В отличие и от есть текстура, и тело, вот томатное тело, оно сразу в аромате проявляется. Ну, да, все равно он полился, но тем не менее я уже чувствую по запаху. Ну, к нему можно привыкнуть и дозировать его, так скажем, под себя, да. А можно накрутить на него такую, знаете, как... ограничитель потока. Да. Так, ну что, попробуем. Блин, на самом деле прикольно, потому что что-то вот еще такое азиатское в нем есть. А вот на вкус я бы не сказал, но прежде чем Макс выдаст свою рецензию, я напомню, что мне не нравятся сладкие соусы, а Максу нравятся. И это сладкий соус. И это сладкий соус. Кисло-сладкий томатный соус. Да. Но мне кажется, все равно, даже тебе, ну, ты согласишься со мной, что он проигрывает Blinds Betty и в остроте, и в насыщенности. Да, но если вам нравятся кисло-сладкие соусы, особенно кисло-сладкие томатные, соус для вас почему не острый опять? Может быть, у меня что-то сломалось с рецепторами? Да, возможно, сломалось, но он действительно не острый. Я-то сегодня нормально все оценивал, а вот он не острый, и поэтому я меняю. И он даже не такой острый, как Handyman, который вообще типа 1 Сковель 3. Вокруг 0 единицы сегодня мы пока топчемся. Ну, тут надо пояснить, что иногда мы делаем концептуальные подборки, иногда мы делаем подборки от 0 до 10 или от 1 до 10. Сегодня нам пришло 78 новых позиций, ребята. Ну, что там выдумывать? Мы просто взяли по одному соусу с каждой полки, вот так, рандомно от разных брендов. То есть Rincon Heat это один бренд, Blinds Betty это другой бренд. И под каждым из этих брендов у нас еще есть по несколько видов соусов, чтобы вы понимали. Это просто рандом. Но ты знаешь, походу там действительно вот эти натуральные перцы хабанера, потому что все равно острота на послевкусие она есть, то есть она немного приходит, и вот когда ты во вкусе, то есть когда он у тебя на языке плещется, этот соус, там ее почему-то нет, ты проглотил, и вот она пришла спустя какое-то время. Есть некое такое покалывание, да, на языке, на его боковинах, я не знаю, на вот этих молдингах языка, да. Это натуральный вкус, и я рад, на самом деле, что у нас сегодня слабоострые, потому что, опять же, вы нас спросите про слабоострые соусы. Вот мы говорим, у нас 78 новых слабоострых соусов. Но не факт, что все слабоострые. Да, далеко не факт. Colon Cleaner, он такой хороший, и да и Settons Blood, понятно, экстракт. Да. А я не помню, кстати, какой Colon Cleaner. Мне кажется, нам надо уже, мы подошли к тому моменту, когда нам надо сделать подборку соусов, которые мы считаем крутыми, но не помним, какие они на самом деле. На вкус. Я узнал, что мой любимый соус, ребята, мы даже не пробовали здесь. Это Blueberry Hell от Hellfire. Я посмотрел все выпуски, и мы его не пробовали. Да ладно. Мы что, не пробовали Blueberry Hell? А я его всегда советую, потому что я точно уверен, что он крутой, но мы его никогда не пробовали на выпусках. Но это срочно нужно исправить. Как минимум, куда-нибудь запихать его бонус-треком. А я думаю, что нам надо сделать прямо Colon Cleaner, Blueberry Hell и какие-нибудь из первых еще, которые, во-первых, никто не смотрел, потому что у нас было 200 подписчиков, а во-вторых, мы сами уже не помним, что там было. Забытые крутые соусы. Да. Но точно крутые, потому что я уверен, в Blueberry Hell
Ну, я офигел, что мы его не ели. Ну что, дальше уже посерьезнее, как будто артиллерия пошла, судя по составу. Да, Skull Brothers Oven Roasted Ghost Pepper Sauce. Если вы можете выдержать серьезную остроту, то обязательно оцените и отменный вкус данного соуса. Печеный призрачный перец, хабанеро и кайенский перец в идеальном сочетании с манго, помидорами и чесноком. Он взорвет ваши вкусовые рецепторы. Кайенский перец там у нас, призрачный перец, это уже до миллиона бывает, да. Перец хабанеро, лук, уксус, манго, помидоры, жареный чеснок, соль. И третье место в категории Pepper Blend World Hot Sauce Awards 2015. Вот так. Pepper Blend, что это означает? Видимо, в моем понимании. Букет, перечный букет. Да, в максовском понимании это перечный букет. В моем, ну, я бы не сказал лучше, если честно. Макс подобрал идеальную формулировку. Буквально это означает несколько, сочетание нескольких перцев. Такое чистое, знаете, незамутненное. Но в данном случае призрачный, хабанеро и кайенский сочетается у нас. Ну, то есть нас интересует опять-таки в этом соусе только призрачный. И насколько много его в этом соусе. Потому что мы все-таки это круто. Слабоострые соусы, им вообще респект. Но надо же и поплакать иногда маленько. Правильно? Это хорошо помогает справиться со стрессом в такое непростое время. Да, этикетка говорит нам о том, что рты наши будут гореть, и глаза, и вот это все. Посмотрим. Да, будем пробовать. Что? Пахнет, как и все предыдущие, я не знаю. У Макса сломалось осязание, ну или как это называется, вкусовые рецепторы, а у меня обоняние как будто бы, потому что они мне все сегодня пахнут одинаково. Вот если добавлять и помидоры, и манго, и не говорить человеку, что есть манго в составе, он никогда не поймет, что там есть манго, потому что пахнет помидорами, но не простыми помидорами, а, видимо, помидорами сорта манго. То есть там где-то вот между началом помидорного аромата и концом есть середина, которая немного отдает вот этим спелым, свежим манго. Но при этом еще и уксус, соль, перец, вот это все, как обычно, красный соус. Острый и вкусный, чертовски вкусный острый соус. Вот, Макс. Да. Ого. Я, видишь, потянулся за добавкой, потому что там острота уже такая пятюня уверенная, может быть даже шестюня. Круто. И очень много перца, судя по вкусу. Потому что ощущается именно вкус гоуста, вкус призрачного перца я чувствую. Где-то там на заднем плане манго с помидорами. Нет экстракта. Острота увеличивается. Вот было 5 по первому впечатлению, сейчас, я думаю, точно 6. Ну, комментс, ребята, пока Макс не видел, рассказывал вам свои ощущения. Там нет алкоголя, никакого ни виски, ничего, но я его все равно глотнул из горла, потому что... Вкусный, зараза, да? Это мой любимый призрачный перец, и его действительно там, он очень хорошо читается там. Его там много. Круто. И, да, вот мало мы видели соусов с манго, которые действительно имели манго во вкусе. Вот здесь и помидоры, и манго действительно есть. Ну, а мы вообще успели до поднятия курса хорошенечко так втариться и ресток сделать. И даже Hellfire мы сделали ресток по старому курсу. Так что Hellfire еще долго будет с вами по вот этим старым ценам. Кстати, ты корону с лаймом пьешь или без лайма? Потому что корона как раз из тех пив, куда идеально входит долька лайма, вот в это горлышко, остается там, и ты пьешь пиво с лаймом. Я понимаю, но это усложняет процесс. Пиво, это же свобода. А тут надо еще и куда-то идти лайм этот нарезать, там покупать его. Дорогой еще лайм, кстати. Да, он же в долларах. Нет, я пью без лайма, я просто пью с соусом. Я бы так сказал. Ну что, поехали. Satan's Ghost, помним, у этого производителя Satan's Blood, но теперь Satan's Ghost Hot Sauce. Один только запах этого соуса заставит вас сгорать от желания. Когда Satan's Ghost вцепится в вас мертвой хваткой, ваш метаболизм ускорится до предела, пытаясь освободиться от этого яростного вторжения. Но в то же время вы не сможете устоять перед великолепным вкусом этого соуса, который изготовлен из отборных призрачных перцев и хабанеро. Он будет манить вас к себе снова и снова. Призрачный перец в составе, жареный на огне перец хабанеро, красный винный уксус, вода, соль, ксантановый камень. Это просто, по сути, бленд из двух перцев. Скорее всего, там добавили их много, потому что, видимо, хотели сделать острый соус, судя по названию, да? Сразу видишь, да, чтобы вам видно было тоже, тут есть и семена, и какие-то вот эти черные прожилки, остроты, я не знаю, надо разбираться, короче. Да, посмотрю, мне это интересно. Да, сейчас я эту плеву надорву. Люблю вот текстуры, да. Но этот выглядит интереснее всех в линейке. Слушай, это походу вот халапеньо, когда жаришь на огне, они слегка подгорают,
да, вот куски подгоревшего халапеньо. Ну, в смысле хабанера. Какой там халапеньо? Там хабанера. Подгоревшего уже. Ну смотри, то есть он снаружи, да, и, ну, ты понял, да? Ну, типа, да, well done. 95% хорошо, но 5% вот это черный налет, да, и вот как раз примерно там он по количеству, да, судя по количеству, вот примерно такое. Слушай, ну, смотря на то, как это выглядит, я бы сказал, что производителю нужно специально добиваться этого эффекта, потому что очень красиво. Ты представляешь, что такое сначала на огне где-то что-то жарить, а потом, короче, это сложно, да, с точки зрения процесса производства. Что там? Мне очень интересно. Это Satan's Ghost. Ghost мой любимый перец, Сатана мой любимый персонаж пантеона. Там очень много ГОСТа, чувак, судя по запаху. Да. Или только ГОСТ. Залью незамедлительно. Напомним, что ГОСТ... Ого, сколько тысяч сковелей. Да, до 1 миллиона доходит призрачный перец. Будем пробовать. Так, здесь уже кто какой-то из соусов побывал. Используем свежий стрипс. Так. Боже мой. Последний раз я эту фразу использовал на выпуске, где мы пробовали фуфу мама чу. Не могу повторить ее сейчас. Там было боже мой, потому что эта мама была так хороша. И Satan's Ghost. Привидение сатаны. Это чудесно. Для тех, кто любит перец и ничего больше. Слушай, да, там очень много призрачного перца. Вот чего хочу сказать. С таким соусом никакой вирус не страшен, потому что он будет согревать вашу душу и повышать вам иммунитет. Ну вот видишь, никаких манго, ничего не запихали, и все равно очень вкусно. Это говорит о том, что сами по себе перцы, в отличие от огурцов, например, да, они прям вау. Огурцы надо посадить, чтобы вкусно было. 7 здесь по остроте. Проверим, сколько у нас на сайте. 7. Такая твердая, хорошая 7, плавно перетекающая в 8. Потому что натуральный перец на сайте у нас стоит 6. Ну, 7 все же. Хотя ладно, оставим 6 для тех, кто боится, да. Блин, да. Я вкусный. даю этому соусу в сегодняшней подборке корону. 10 корон из 10. А вот салфеток-то у нас и нет, да? Ну ладно. Сложно отрываться. Да. И причем он, да что говорить, это настоящий, очень концентрированный призрачный перец, и как бы больше ничего не нужно. Да. Спасибо. Офигенно. Спасибо. Я наелся, поэтому я больше не буду, но это прям супер. И вот этот цвет... Невозможно остановиться есть эти стрипсы, хотя уже действительно этих стрипсов там достаточно. Но с таким соусом охота продолжать. Да, и легкий такой пот на лбу. Не знаю, видно или нет. Вот блик поищу. Иногда можно побликовать, особенно в тему. Да, это вот вам 7, перетекающая 8 плавно. И я ее так хорошо навернул. Ты знаешь, что это? Что это? Это, короче, пепел. Ashes. Круто. В смысле, смотри, Soul Crafters, они сидят сейчас во Флориде, смотрят наш эфир, и какой-то русский с ними, они переводят нам, они пишут, что они жарят хабанеро на 4 фута, это сколько? Это 120 сантиметров. И на 8 футов, на 240. Ну, вот на таком, гриле. Где-то вот, да, большой гриль. Хулиардометровом. Они жарят хабанеро, используя натуральный уголь. И у них есть видосы на эту тему, можете подписываться на их инстаграм. И это делает этот соус таким вкусным и вот с этими прожилками. Слушай, круто. Угли. Очень круто. Или угли, если быть точным. У нас сегодня 2 лидера, вот эти, да, очевидно. 100%. Очевидно, это у нас Skull Brothers, и это у нас, который острее, Satan's Ghost. Но помимо них, потому что, это точно супер, но опять же мы упираемся, в то, что те, кто ищет слабоострый соус, им они не подойдут, на первых порах. И у нас поэтому есть еще свои фавориты. Мне очень понравился Handyman, потому что в нем вообще нет остроты, но вы можете заливать его буквально везде, даже себе на яйца, потому что не будет их щипать даже. А Максу очень понравился Blind Betty, потому что он сладенький.
И такой кисло-сладкий, такой в азиатском стиле. Да. Тоже на единичку все это по остроте, но по вкусу, да, очень-очень даже неплохо. Содержательный эфир, который говорит нам о важном, что соус Крафтерс и вообще их контрактное производство ответственно, во-первых, подходит к делу и делают чертовски хорошие соусы. 5 рандомных соусов, 5 попаданий в цель. Rincon Hit под вопросом у меня лично, да и у тебя, наверное, тоже. Rincon Hit под вопросом, надо углубляться, а, например, Blind Betty, там есть еще другие соусы, и они там с какими-то фруктами и так далее. Setton's Ghost, есть еще, помимо Setton's Blood, есть Setton's Ghost и еще какой-то Setton's. Смотри, какая интересная поставка вот эта последняя, да, там у нас есть соусы с золотом, да, с сусальным золотом. Да. И вот этот соус с пеплом. Блин, соус с пеплом звучит и концептуально круто, и звучит круто, и над вкусом постарались, и остроты не пожалели. Молодцы. Соус Крафтерс, не ожидал я такого уровня от них. Вот, и они дальше пишут, да. Я просто хотел сейчас тебя поправить, что они все-таки не подтверждают там инфу про то, что это пепел. Но дальше они пишут, что они используют лопаты для снега. Чуваки, только послушайте. Соус Крафтерс — это вам лопаты для снега, чтобы доставать эти хабанеро с огромного вот такого гриля. И вот эти черные кусочки, это сгоревшие на предыдущие сгоревшие куски перца. Да. Блин. Ну, я, кстати, люблю, когда вот ты кладешь стейк на решетку, которая слегка уже такая БУ решетка, и вот, значит, такие хрустят на зубах эти штуки. Да, это прикольно. Про обжарки такие. Да? Это когда еще тебе надо решетку почистить, ты их такой чик, а они их в соус. Щеточкой. Это был Челеброс. Подожди, это еще не все. Забыл, да. У нас есть бонус-трек. Бонус-трек заключается в том, что все нас уже просто комментариями на ютубе, что вы скажете по поводу Табаско Скорпион, потому что Табаско Скорпион появился в московских Ашанах, и значит все его начали покупать и пробовать, и хотят получить наше мнение про остроту этого соуса. Мы его сами не пробовали, сейчас будем пробовать его в первый раз, вот и посмотрим, как он по остроте. Прикинь, я сам забыл про этот бонус-трек, хотел красиво уйти в закат, но нет. Вы постоянно спрашиваете нас о Табаско Скорпионе. Табаско Скорпион то, все, значит, сейчас будем пробовать. Ну, пахнет в стиле Табаско, 99.9% уксуса. Да через такую дырку ничего не понюхаешь даже. Ну, как бы... Ну да, согласен, абсолютный Табаско. Но говорят, типа, Зайцев, это чувак, который эту злосчастную ярость Любы варит, он говорит 300 тысяч там. В Табаско Скорпионе? Ну, посмотрим. Да, что смеяться? Говорю, эти тысячи все, штука субъективная. Вот есть Дабомб, там написано, в лаборатории померили 135 тысяч сковелей. И ешь его, и просто прям, ну все, как бы до свидания. То есть по ощущению, как будто там миллион. Поэтому есть мнение, что все, что лабораторно больше 100 тысяч, это уже жопа полная. А все, что не жопа полная и написано, что там больше 100 тысяч, это, скорее всего, дёшь. Через эту уретру ничего не выливается, блин, я даже... Вот они, видишь, заботились о том, чтобы ты не переборщил. И да, это действительно супер густо для Табаско, да, то есть такого густого Табаско я еще не пробовал. Ребята, это наверняка не серьезно, но как бы, типа... Ну да, доставать его оттуда прям не... Во, смотри, пошла жара. Да, давай. Пошла жара, держи. Да. Ну, как бы жара-то, скорее всего, не пошла все-таки. Слушай, а вкусно? Не, к вкусу претензий нет. Мне очень там, походу, нравится. действительно много перца Скорпион. Я не ожидал, что Табаско так сделает. Это крутяк. Ну и достаточно пикантно. Не то чтобы там супер остро. Да, подтвердились, в общем-то. На никаких 300 тысяч там нет. А то мы бы тут уже отъезжали, ребят. Но там есть, я думаю, 5 по остроте там. 6 даже. Но Setton's Ghost его год. Setton's Ghost его нагибает, как бы не сношает. Конечно. Не, угарно. Ну, слушай, то есть, без претензий вообще. Для соуса, который можно купить в Ашане. Ну вот не во всех Ашанах. У нас, например, конечно, никакой Табаско Скорпион не продается в Новосибирске. А теперь еще и не будет продаваться.
Так что вот такой интересный бонус-трек. И интересный лайнап. Так что всем тем, кто спрашивал, как вам Табаско Скорпион по остроте, я скажу, что по остроте он 6 по нашей шкале примерно. Я вообще как бы вне субъективных оценок. Мы все дети вселенной, понимаете? Но я скажу, что по вкусу он неплох. Ну, то есть, как бы... Вообще, да. Чипотли это мой вообще топ среди Табаско. Там вообще минус 5, да, по остроте. Здесь, ну да, где-то, может, 5, я не знаю. Но зато он прикольный, действительно, если у вас есть возможность. Сколько он стоит? 100 также. И нет экстракта, потому что вот эта острота, она плавно нарастает. Несмотря на то, что пахнет сильно уксусом, на вкус эта штука не влияет. То есть там есть, конечно, уксус во вкусе, но он не доминирует. Доминирует именно перец, да, вкус перца. Там молодцы Табаско. Молодцы. Спасибо, что были с нами. Я потрогаю лицо, вы лицо не трогаете, потому что я потрогаю лицо пальцами в соусе, и теперь у меня очень горит нос. Ты как? Короче, мне понравился Табаско Скорпион. Я хотел обосрать его, но нет, не могу. Не до чего докопаться. Вкусный, да, прям молодцы Табаско. А мне понравились вообще все соусы в сегодняшнем выпуске. Да, и соус Крафтерс порадовал. Классно. Вообще круто. Вот, соус Крафтерс, ребята, я прям, типа, одна из вообще отличительных штук в рандоме была в том, что никогда не знаешь, как, ну, ты можешь, и мы бы могли 5 дерьма всякого вытащить, да? Но, походу, там нет дерьма, и это делает, как бы, соус Крафтерс с крутыми чуваками, которым мы выдаем респект. Слушай, ну ты понимаешь, в каком положении сейчас вот находится Табаско с их мощностями, с их сетью дистрибьюции, с их себестоимостью и логистикой. То есть они могут посмотреть на наш YouTube-канал, открыть глаза на то, что эта культура уже, то есть зиждется практически на том, что каждый производитель говорит, что Табаско это параша, а мы сделали круче. И им вообще не составляет никакого труда, вот мы это убедились на собственном примере, да, на примере Табаско Скорпиона, взять и по-быстрому сделать крутую линейку супер острых соусов и побить все вот эти просто тупо ценой. Ну, ценой, да, но остротой, конечно, не совсем, но вообще... Я не понимаю эти претензии в сторону Табаско. Блин, они 70 лет делают самые известные, крутые... 150, по-моему. 150, да. 150. Адам Дженсен. Сколько поколений уже? Не 150 лет, это респект. Очень ну, много. Как бы, и плюс, я говорю, это крутые соусы. Да, они не такие острые, да, конечно, есть острее. Но и пиво, знаете, Budweiser, да, оно тоже, ну, типа, это не верх пивоварения, да, но оно хорошее пиво, просто хорошее пиво. У него просто высокая дринкабилити. Да. Или вот, Корона. О, Корона это Корона вообще и Табаско. Этанол. Корона, эталон пива, которое, видимо, содержит этанол. Ну, вообще хмель и дрожжи, но не знаю. Слушай, ну, спирт же правильно в пиве. Нет никакого спирта. Дает градус. Кукуруза есть и рис. Ну, вместе они бродят и вырабатывают спирт. Ну да, наверное. Ничего не понимаю в пивоварении. Я тоже. Да. Ну что, пора завершать наш эфир, да? Крутые соусы, спасибо, крутые вы. Спасибо, что да, присоединялись, спасибо, что делали заказы, и за комментарии вам спасибо. Увидимся, надеюсь, раньше, чем следующий четверг, потому что вам есть что у нас спросить, а нам есть что вам рассказать. Берегите близких, звоните бабушкам, не ходите в театр, потому что театры закрыты, а Челеброс всегда открыт и ждет вас. Пока. Да. Пока-пока. Любим вас. Нужно больше зрителей, ребята, вы же понимаете это. Нужно больше зрителей. Спирта нет в пиве, чувак, пишут. Спирта нет в пиве. Это супер. Окей. Так можно и водить тогда тачку по спирта-то нет. How much you been drinking tonight? No spirit, just пиво. Слушай, прикольный вот этот... Вообще. Да, мне сегодня все понравились. Я еще и нос себе этот обтер, короче, и теперь мне тяжеловато. А помнишь вчера, когда мы поехали в итоге в Чопс? И, значит, я вот эти, использовал руки для того, чтобы нагрузить им перцы. Мы тут все чихали, кашляли, потом поехали за рулем. Я сегодня утром сажусь в тачку, как бы потрогал руль, еду, а знаю, как бы, что, типа, нельзя там трогать вот эту штуку после того, как ты потрогал руль, надо, типа, санитайзить, но забываю. И, значит, трогаю глаз. И там, да, где-то на руле был кусочек вот этого перца, который, видимо, попал мне на палец, а это Каролина, либо Гост там был, да. И вот, все в глаз. Не очень было, так скажем. Да. Мне даже пришлось немного подостановиться. Че, все? Ох, спасибо. Спасибо всем, да. Тебе спасибо. И тебе спасибо.